Чем ночь отличается от дня? Правильно, тем, что ночью не падает солнце, а значит с их количеством у нас будут определенные трудности. В хардмоде это будет создавать очень много проблем, но помимо этого, на ночной локации мы встречаем, пожалуй, двух самых бесячих зомби, газетчика и футболиста. А чтобы пройти половину уровня локации, надо иметь просто огромный запас удачи. Ночная локация оказалась куда сложнее дневной. Все начинается с первого уровня, когда мы впервые встречаем зомби-газетчика. Дело в том, что у него много здоровья, он очень быстрый и съедает растения за один укус. А чтобы его убить, нам потребуется потратить два саппорта, мину и вишню. Потому что, использовав один, у него взорвется только газета, а уже когда мы используем второй, тогда он умирает. Но на самом деле все куда проще. Газетчика берет чомпер. Именно поэтому я его взял, чтобы обезвреживать этого зомби. Кстати, начиная с 2.1, нам с небольшим шансом начнут выпадать монеты из зомби. Но если повезет, то вместо монет выпадет 150 солнца. Сказать, что это очень сильно помогает, ничего не сказать, и потом вы в этом убедитесь. Сама тактика на уровень невероятно проста. Высаживаем подсолнухи, спары-грибы, и когда выходит зомби с газеты, чомперов. Кстати, про чомперов. Забыл сказать, что его в этом моде немного изменили. Время пережевывания значительно сократилось, и теперь он может съесть свою добычу на расстоянии 2 клеток. Удивительно, но на 2.2 нет газетчика, но зато есть конусы и ведра, еще 2 волны. Каких-то трудностей уровень не вызвал, потому что я сразу знал, какой тактикой буду проходить его. Первый ряд освобождаем для морозных горохострелов, следующие 2 ряда солнце и грибы, остальные репитеры, но до них надо еще накопить много солнца, поэтому первое время используем споры грибы. И вообще в первую очередь я буду их высаживать в каждом уровне, а если выходит зомби с ведром, то мина. В конце получаем дымок гриба. На 2.3 у нас появляется зомби с дверью и ведром. Казалось бы, ну и ладно, ведро на голове особо сильно мешать не будет, все равно дымогриб будет стрелять через дверь. А вот и нет, не в этом моде. Дымогриб наносит урон двери, а потом, когда он ее сломает, будет наносить урон по ведру. Но для какого-никакого баланса дымогрибу увеличили дальность. Теперь он сначала лужайки достает до последней клетки. В принципе, очень даже хороший баф. Но что делать, если выходит этот зомби? Все просто, его берет мина, которую я и ставил, так как она самая дешевая. А когда у меня уже достаточно солнца, я ставил чомпера. О, еще у нас появился 7-й слот. Что-то я пропустил момент, а когда я его успел купить? Неважно, получаем могилоеда, который стоит 50. Начиная с этого момента, могила больше для нас не проблема. Хотя будет один уровень, в котором могилы будут проблемой, а могилоеда у нас не будет, но об этом позже. 2.4 достаточно легкий. Зомби шестом, зомби с дверью и ведром, вроде бы достаточно бесячий зомби, но нет, уровень сложности не вызвал. Единственное, после первой волны начало выходить очень много зомби с дверью, и чтобы вы понимали, насколько много, в каждой пачке гарантированно будет хотя бы 2 таких зомби, но я это учел и поэтому взял мину, вишню и чомпера. О, альманах садовода, да это же самая полезная вещь в ПВЗ. Кто и вообще пользуется? Хитсден какой-нибудь. Стоит ли мне говорить, что 5-й уровень опять был легким? Забиваем зомби, а последних взрываем и получаем гипногриб, который стоит тут аж 100. 2.6. Настоящая жесть начинается с этого уровня. Вот тут реальное казино. Нас встречает худшая комбинация зомби, газетчик плюс футболист. И между прочим, второго тоже бафнули. Теперь у него здоровье, как у Гаргантюа. И еще от него он принял то, что его не может съесть чомпер. То есть он будет просто наносить ему урон. А чтобы его убить, потребуется также 2 саппорта. Поэтому единственный способ его ваншотнуть, это поставить перед ним гипногриб. А спавн, как всегда, не щадит. Потому что в первой же пачке, если повезет, могут выйти футболист и конус, что, кстати, и произошло со мной в первой попытке. Как вы понимаете, отбиваться от них мне нечем, поэтому перезапускаем. На второй попытке мне очень, акцентирую, очень сильно повезло, так как в первой пачке вышли 2 обычных зомби и 1 с газетой. Да, вот это повезло. Тебе также нечем отбиваться от газетчика. Где тут повезло, подумали вы. А я вам скажу, что мне действительно повезло. Как вы уже знаете, зомби с небольшим шансом может выпасть 150 солнца. Но вот тут какой прикол. Чем сильнее зомби, тем выше шанс, что из него что-то выпадет. Вроде это так работает. То есть шанс того, что вам из обычного зомби выпадет солнце, очень мал. Но тут умирает зомби сверху и следом за ним выбегает футболист. Нет, вернее с него падает солнце. Но и футболист тоже бежит. В общем, мне повезло и не повезло одновременно. Но потом я поставил чомпера перед газетчиком, и когда тот съел зомби, с него тоже выпали солнышки. А уже на них я высадил гипногриба для футболиста. Вот так мне повезло. Ну а дальше пошло-поехало. Я играл очень аккуратно, не ломал газеты, а сразу садил чомпера, задерживал футболиста, если гипногриб перезаряжался. В общем, выживал как мог. И по итогу мы получаем самое бесполезное растение, которое тоже немного изменили. Теперь, когда он прячется, зомби не едят его, а просто проходят мимо и все. Использовать я его, конечно же, нигде не буду, кроме 2.10. Эх, опять какие-то приколы с 7-м уровнем. Мне понадобилось 11 попыток, чтобы его пройти.
Вы ведь знаете, что обычно 9 уровни самые сложные, да? Так вот, не в ночной локации, потому что таковым является 2.7. Состав тут зомби с дверью и футболист, но гораздо сложнее он потому, что тут две волны. Просто представьте спавн зомби после второй волны. Хотя зачем представлять, я могу вам показать. Ну что ж, поехали. Первая и вторая попытки. В первой же пачке вышел футболист, этого вполне достаточно для перезапуска. А вот третья попытка уже поинтереснее. Из саппортов я взял гипногриб, мину, вишню и могилоед. Я думал, что получится пройти обычной тактикой, но как я и говорил выше, спавн не щадит. После второй волны выходило слишком много зомби, и по итогу они меня просто задушили. Кстати говоря, к этому времени я уже накопил 5000 денег, и когда меня спросил Дэйв, не хочу ли я приобрести 8-й слот, я отказался, но забыл, что потом он уже его предложит только на бассейне, поэтому я играл 7 слотами, но только после этого я понял, как мне нужен был 8-й слот. Ну что ж поделать, придется играть так. На четвертой попытке я немного изменил тактику, взяв вместо вишни чомперов, но все равно проиграл. Ну, вернее, я потерял газонокосилку, а перезапускать не стал. Не знаю, почему я продолжал играть, но чуть позже я перезапустил. На 5, 6, 7, 8, 9, 10 попытках мне не повезло со спавном. Начиная с 5 я опять изменил тактику, взяв вместо могилоеда вишню, так как чувствовал нехватку саппортов и не прогадал, потому что 11-я попытка увенчалась успехом. Суть тактики такова: первые и четвертые ряды дымогрибы, второй и третий ряды солнцегрибы, остальные спарогрибы и чомперы, ну и при необходимости используем мину с вишней. Возвращаясь к предыдущим попыткам, тогда я играл, чтобы убедиться, что этот уровень невозможно пройти без потерь газонокосилок, и с каждым проигрышем у меня убавлялась мотивация играть в этот уровень. Я вообще не надеялся его пройти, но тем не менее мне удалось это сделать. Перед второй волной я начал немного волноваться, ведь одна ошибка и все, придется переигрывать, но все прошло гладко. В общем, получаем ледогриб и переходим на 2.8. На этом уровне у нас появляется зомби-танцор. Собственно, это все, что можно сказать про этот уровень. Он практически не вызвал проблемы. Дымогрибы хоть и плохо, но все же справлялись с танцорами. Получаем гриб судьбы и идем дальше. На 2.9 автор мода решил нас пожалеть, потому что ни футболиста, ни газетчика там нет. Именно поэтому я назвал 2.7 самым сложным уровнем в локации. Удивительно, но я прошел его с первой попытки. Наверное, потому что я сразу использовал тактику, как в 2.7. Но вместо гипногриба и чомпера я взял гриб судьбы и могилоед. И после первой волны я просто взрывал по КД всех зомби, таким образом легко пройдя данный уровень. Получаем записку. Переходим на 2.10. И опять, уровень конвейер был очень простым, просто потому что нам давали кучу грибов судьбы и ледогрибов. Под конец уровня у меня чуть ли не треть лужайки была в кратерах. Интересный факт. Даже на этом уровне мы можем получать солнце из зомби, но тратить мы их не можем. Все, конец интересного факта. Получаем кувшинку, означающая переход на локацию с бассейном. А в ней, уж поверьте мне, будет не менее интереснее.